Наша цивилизация является техногенной и не может прожить без различных девайсов и технологий на нынешнем этапе. И одним из самых главных элементов в этой крайне сложной и многоэтапной системе является нефть. Нефть – это кровь современного мира, а двигатель внутреннего сгорания – его неукротимое сердце. Это черное золото является уникальным и невозобновляемым ископаемым, которое сформировалось из остатков органических отходов в результате колоссального давления и серьезных температурных воздействий. Способ добычи нефти на самом деле прост. Специалисты ищут место с возможными залежами и бурят скважину до нужного уровня. Нефть, находясь под давлением, самостоятельно выбирается наружу. Иногда для эффективности устанавливают дополнительные насосы или закачивают воду под землю, чтобы повысить выходящее давление и добиться максимальной эффективности. Сегодня человеческая раса – это глобальная цивилизация, которая сильно зависит от обильных запасов сырой нефти. В период с 1965 по 2015 год спрос на сырую нефть вырос примерно в 3 раза. Этот удивительный ресурс используется не только для двигателей внутреннего сгорания. Мы буквально во всем зависим от них. Продукты питания, материалы, одежда, компьютеры, мобильные телефоны, фармацевтические препараты и так далее. Все прямо или косвенно требует сырой нефти и других ископаемых видов топлива для частей их производства или транспортировки. Пока ученые не смогли синтезировать нефть в лабораториях, и очевидно, что это жидкое золото со временем станет иссякать. Впрочем, случится это не внезапно. Более того, технически говоря, на самом деле маловероятно, что у нас когда-нибудь закончится нефть. Но это не потому, что по всему миру закопано бесконечное количество черного вещества. Нефть и все другие ископаемые виды топлива по самой своей природе являются органическими ресурсами. Но по мере того, как более легкие резервуары нефти истощаются, другие более сложные резервуары становятся экономически жизнеспособными. Более глубокие и другие, более сложные с технической точки зрения месторождения обходятся дороже в эксплуатации. Но пока существует спрос на нефть, они того стоят. Согласно статистическому обзору British Petroleum, у нас должно хватить запасов примерно до 2070 года. Интересно, а каким может быть мир без нефти и как ее отсутствие повлияет на различные сферы жизни? Экономика. Да, первый удар придется по экономике стран, зависящих от добычи углеводородов. В первую очередь это страны ОПЕК и Ближнего Востока. Здесь десятки тысяч людей останутся без работы и серьезного заработка, что может спровоцировать социальные волнения и беспорядки. Это интересный мысленный эксперимент внезапно изобразить мир без нефти. В своем логическом заключении он включает в себя гораздо больше – полный и быстрый распад общества, ведущий к тотальному откату практически по всем фронтам. Как минимум, мир вернется в середину XIX века, когда человечество только начинало добывать углеводороды в серьезных количествах. Поскольку подавляющая часть производимой и импортируемой нефти используется для двигателей наших автомобилей, мотоциклов, грузовиков, поездов и самолетов, влияние на транспорт будет самым сокрушительным. Цены на заправках сразу же подскочат до невообразимых высот, хотя скоро они попросту исчезнут. Потому что стратегический резерв готовых нефтепродуктов, бензина, дизельного и авиационного топлива часто предлагался, но никогда не создавался, и подавляющее большинство стран не имеют такого резерва. В течение месяца все топливные баки будут сухими, а дороги, рельсы и небо станут практически пустыми. У нас, конечно, есть электропоезда, но железнодорожные перевозки зависят от автомобилей на каждом конце пути. Без нефти прекратилась бы авиация, судоходство и автоперевозки. В результате мировая торговля столкнется с серьезными трудностями. И снова представим себе этот далекий мир XIX века, где велосипед мог стать основным средством передвижения. Конечно, стоит помнить об электрокарах и других современных продуктах индустрии, типа сегвеев и электроскутеров.
Но проблема в том, что пластмасса и многие другие жизненно важные элементы конструкции также являются вторичными продуктами обработки нефти. Автомобильная промышленность является глобальной отраслью. Ископаемое топливо необходимо для транспортировки компонентов, используемых в транспортных средствах, к месту фактического производства. Поэтому даже в случае пропажи всей нефти земного шара электрокарам не удастся покорить мир. Конечно, в перспективе ситуация может измениться, но поначалу мы будем очень зависеть от расстояний, и наша жизнь кардинально поменяется. Как далеко до ближайшего продуктового магазина? Сколько времени нужно, чтобы ходить пешком до работы? Столкнувшись с нашей зависимостью от автомобилей, мы будем искать любые решения, которые сможем найти. Вскоре мы будем искать электромобили или стараться переоборудовать наши автомобили для работы на природном газе. Но нам нужно будет некоторое время подождать, чтобы обеспечить адекватные поставки природного газа, создать инфраструктуру доставки и переоборудовать машины. Еда. С едой все тоже будет сложнее. Отсутствие нефти указывает на то, что сельскохозяйственные тракторы и другое оборудование остановились. А рыбацкие лодки не могли выйти в море без топлива для своих дизельных двигателей. Что еще более серьезно, это то, что производство искусственных удобрений столкнется с трудностями, учитывая, что это зависит от водорода из природного газа, реагирующего с азотом. И опять же, транспортные компании и крупные сети не смогут доставлять нам те продукты, к которым мы привыкли. Позаботьте о бананах, свежих мандаринах и других экзотических фруктах. В мире без нефти вы перейдете на продукцию местных фермеров. Хотя, если никто не может привозить свежие овощи со всей страны, мы, возможно, склонны вернуться к основам и выращивать собственные продукты. Потребностью станут местные фермеры, а не просто люди, которые продают нам мед на базаре. Сельское хозяйство могло бы продолжаться в меньших масштабах, следуя старым методам, с сезонным местным ассортиментом продуктов питания. Тем не менее, убедитесь, что еда поступает свежей, потому что ее будет очень трудно хранить в холодильнике. Конечно же, рыбалка и охота может стать дополнительным выходом, но здесь еще одно «но». Леска тоже сделана из нефтепродуктов, поэтому ее не будет в наличии. Предметы быта. Одно из важнейших веществ, получаемых из нефти – пластмасса. Очевидно, что ее было бы невозможно производить в сегодняшних масштабах, если бы добыча нефти внезапно прекратилась. В нашей жизни проще назвать предмет, который так или иначе содержит пластмассу или другие нефтепродукты, чем наоборот. Полиэтилен, например, используется для изготовления упаковки, строительной и сельскохозяйственной пленки, термоусадочной пленки, бумажных и картонных покрытий, пакетов для переноски, мешков и шлангов. Кроме того, сюда входят трубы, бутылки, канистры, ведра, электроизоляция, предметы домашнего обихода и технические изделия, некоторые прогулочные лодки, пенопласт, игрушки и многое другое. Осмотрите комнату, в которой вы сидите, и подумайте, сколько там вещей из пластика. Ответ – почти все. Этот материал произвел революцию в нашей повседневной жизни. Отопление. Исчезновение нефти будет означать существенные потери для выработки электроэнергии. Одним из наиболее важных последствий внезапной остановки добычи нефти является то, что большинство людей попросту не сможет приготовить пищу обычным способом или банально отапливать свои дома. Многие отрасли промышленности зависят от нефти и газа, и конкуренция за то, что останется после прекращения добычи, будет жесткой. Конечно, во многих ТЭЦ используется уголь, но его доставка также осуществляется за счет транспорта, работающего благодаря нефти. И есть альтернативные и возобновляемые источники энергии типа ветряных турбин или солнечных батарей. Но их мощности на данном этапе недостаточно, чтобы обеспечить все потребности цивилизации. Социальный подтекст. Конечно, пока мы рассмотрели только физические особенности исчезновения нефти на планете. Но стоит понимать, что люди и социум кардинально трансформируются в течение кратчайших сроков, что влечет за собой тотальное изменение ситуации на всем земном шаре. Первые несколько месяцев будут самыми сложными и решающими в судьбе цивилизации. Конец нефти означает конец транспортировки, цепочки поставок, необходимые для функционирования современного общества. Грузовики, которые привозят все необходимое в города, остановятся,
а машины, которые возят рабочих на работу, станут совершенно бесполезными. Это немедленно остановило бы большинство предприятий и служб в развитом мире. Это включает армию и национальную гвардию. Современные вооруженные силы почти бесполезны без транспорта для перевозки войск, продовольствия, боеприпасов и медикаментов. Электричество в большинстве мест закончилось бы в течение недели, потому что поезда, доставляющие уголь, работают на дизельном топливе. Потеря угольных электростанций приведет к нарушению баланса энергосистемы и вызову каскадных отключений. Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии были бы доступны в течение нескольких месяцев, если бы их участки сети были должным образом изолированы. Возможно, они даже продолжали бы работать в течение многих лет при надлежащей защите. Пока невозможность смазывать движущиеся части или заменять сломанные компоненты, да, масло, солидол и другие смазочные материалы делаются из нефти, в конечном итоге не привела бы к поломке. Поначалу люди в сельской местности будут в порядке, но города быстро станут непригодными для проживания и будут покинуты. Через пару недель вся еда в городах будет исчерпана, и люди будут сражаться насмерть за ресурсы, пытаясь покинуть каменные джунгли на велосипедах. Следующими падут близлежащие деревни, куда доберутся эти толпы беженцев. Когда запасы в пределах недели ходьбы истощаются, от голода умрет примерно половина населения. Случится это в течение нескольких месяцев. Еще треть умрет в течение года. Только люди, живущие вдали от цивилизации, будут в относительной безопасности. По иронии судьбы, беднейшие части развивающегося мира не пострадают, и для них ничего кардинально не поменяется. Следующим этапом развития социума станет формирование обновленного мира без нефти, где люди будут заново осваивать технологии электрических двигателей и других проектов, популярных при донефтяной эре. Конечно, такой процесс будет крайне сложным и бесполезным. Но в конце концов это случится. Через 50-100 лет население мира стабилизируется на уровне 1,5 миллиарда человек. Потеря нефти определенно приведет к концу света, который мы знаем. Это, вероятно, отбросит человеческую цивилизацию на 200-400 лет, прежде чем все будет восстановлено до сегодняшнего качества жизни с использованием альтернативных источников энергии. Выводы. Конечно, внезапное исчезновение нефти будет означать сокрушительный удар по цивилизации, который она может и не пережить. Хорошо, что такая ситуация невозможна в принципе, и нефть будет иссякать постепенно, а планета намекать нам на то, что необходимо обращать больше внимания на альтернативные источники энергии и искать выход из сложившейся ситуации. И этот выход обязательно будет найден. Уже сегодня есть образцы удивительных двигателей, работающих на водороде, а также многие другие чудеса света, которые попросту ждут своего часа. И даже без нефти, если она не закончится в одночасье, наш мир и человечество будет жить. Возможно, даже станет приятнее и прекраснее, а природа вокруг расцветет с новой силой. Ведь планета — это не только человек, а техногенная цивилизация не ответ на все вопросы. Симбиоз природы и человечества может стать ответом на многие важные вопросы и новой ступенью развития. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! Что было бы, если бы динозавры выжили? Общепринятая версия вымирания динозавров связана с падением огромного астероида Чиксулуп более 65 миллионов лет назад. Многие виды животных погибли, но некоторые смогли уцелеть и совсем неплохо себя чувствуют даже в наше время. Ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи и птицы соседствуют с нами по сей день весьма успешно. После падения астероида Чиксулуп атмосфера Земли раскалилась настолько, что начала гореть. Из-за этого погибли более 75% всех видов животных, обитающих на Земле. Лишь те животные, вес которых не превышал 25 килограмм, смогли выжить. Некоторые ученые решили представить, что было бы, если бы астероид упал несколько позже или вовсе пролетел по другой траектории, не зацепив нашу планету. Эта громадина могла бы упасть в Атлантический или Тихий океан, который бы задержал часть удара.
Катастрофы все равно не удалось бы избежать, тем не менее самые крупные динозавры смогли бы выжить. Эта идея приводит к размышлениям о том, как бы сейчас выглядели динозавры, какие виды бы остались и как бы они изменились спустя миллионы лет. Появились бы тогда вообще на планете млекопитающие и смогли бы сосуществовать рядом с динозаврами. Так динозавры разделились бы на конкретные виды, обитающие только в своей стихии. Появились бы мелкие динозавры, обитающие под землей, как кроты. У других перья бы превратились в шерсть. Еще одни динозавры ушли бы жить под воду, пугая нас и по сей день. Четвертые стали бы весьма необычными и экзотическими животными, которые обитали бы на безлюдных островах. Также существует теория о том, что лохнесское чудовище, Мокеле-Мбембе и другие мифические чудовища, которых якобы видели очевидцы, и есть уцелевшие динозавры. Палеонтолог из Великобритании Майк Бентон считает, что и без астероида судьба динозавров была предрешена. Из-за постепенного охлаждения климата эти гиганты все равно бы вымерли. Млекопитающие продолжали быстро развиваться, а количество динозавров сокращалось. Бентон предположил, что динозавры смогли бы дожить до конца мелового периода. Другие ученые считают, что динозавры отлично адаптировались к изменяющимся условиям и смогли бы существовать еще долгие миллионы лет. Так, учитывая развитие эволюции, многие динозавры пытались быть цветковыми растениями, которые легче переваривать. Таким образом, размеры динозавра существенно бы уменьшились. 34 миллиона лет назад произошло отделение Южной Америки от Антарктиды, что привело к охлаждению Земли и ее осушению. Это способствовало увеличению лугов и, соответственно, появлению большого количества тонконогих быстрых млекопитающих, питающихся травой. Эти млекопитающие могли быть потомками одного из видов динозавров. Выживи бы динозавры, они бы, несомненно, выглядели по-другому. Так, например, у зауроподов шея стала бы короче, а морда шире. Некоторые ученые полагают, что динозавры смогли бы пережить и ледниковые периоды. В этом им могли помочь их толстые шкуры, покрытые перьями или пухом. Также динозавры без проблем смогли бы нарастить шерсть. Благодаря своей особенности приспосабливаться к любым условиям, динозавры смогли бы жить под водой и возвращаться на берег лишь для откладывания яиц. Несмотря на то, что динозавры совсем не рыли норы и жили на земле, со временем они смогли бы стать и подземными жителями, как, например, кроты. Во времена динозавров насчитывалось большое количество разнообразных видов птиц. Млекопитающие тоже давно жили по соседству с динозаврами, но были маленькие по размеру и вели в основном ночной образ жизни, спасаясь от хищников. После исчезновения динозавров они смогли охватить большие ареалы обитания. Другие ученые полагают, что млекопитающие смогли бы эволюционировать и превратиться в некий новый подвид людей рядом с динозаврами. Приматы передвигались по деревьям, а затем смогли бы переместиться на луга и пастбища, превратившись в человекоподобных обезьян. Ведь наши предки смогли существовать рядом с мамонтами и саблезубыми тиграми, и даже охотиться на них. Точно так же могло обстоять дело и с динозаврами. Люди постоянно создавали для себя укрытия от хищников, выработав целую стратегию по выживанию. Главное было не попадаться на глаза хищникам и самому превратиться в охотника, чтобы выжить. Интересную теорию о том, что динозавры могли бы развиться до разумных, выдвинул Дейл Рассел в 1982 году. Теория заключалась в том, что троодон имел очень большой мозг и что именно этот вид мог бы стать динозавром с интеллектом. Такой хищник смог бы решать задачи и выполнять задания на уровне приматов или воронов, но не более. У них даже могли появиться руки, чтобы разжигать костер, делать оружие и воевать. Так что же все-таки было бы, если динозавры выжили и некоторые виды дожили бы до наших дней? Даже если бы динозавры жили и сегодня, их количество, скорее всего, было бы на грани исчезновения. Возможно, люди создавали бы заповедники с максимально приближенными к реальным условиям для жизни динозавров.
Такие заповедники находились бы на Аляске или в Австралии, а люди бы устраивали сафари, наблюдая за ними. Самые мелкие виды динозавров смогли бы приспособиться к городским реалиям и жить по соседству с птицами или крысами. Вы только представьте динозавры, живущие в подвалах домов или лазящие по мусорникам в поисках пищи. Еще один вариант развития событий – динозавры, точно так же, как и мамонты и саблезубые тигры, были бы полностью истреблены людьми. И о них, как и сейчас, мы смогли бы узнавать только из учебников или посещая палеонтологические музеи. Люди в борьбе за выживание не оставили бы ни единого шанса динозаврам. Самым устрашающим вариантом мог бы быть следующий. Разнообразные виды динозавров в огромном количестве живут по соседству с людьми. Эти пятиметровые, вечно голодные хищники только и ждут, чтобы полакомиться человеком. Люди строят убежища, роют огромные рвы, создают оружие против динозавров, пытаются уберечься от хищников. В таком варианте истории человечество вряд ли бы шагнуло далеко в технологическом прогрессе, не сделало бы столько открытий, не смогло бы осваивать космос и многое другое. Вся энергия и силы уходили бы на борьбу и выживание с опасными животными. Не исключено, что люди бы еще успевали воевать друг с другом, так как запасов воды и пищи на всех не хватало. Также вполне возможно, что в вечных попытках обезопасить себя технологический прогресс мог быть значительно лучше нынешнего. Например, люди смогли бы научиться создавать заслонные города, закрытые энергетическими щитами, дабы противостоять нападкам ящеров. К слову, более 40% американцев уверены, что и люди, и динозавры существовали в одно время. Эволюционировавших рептилий люди смогли бы даже одомашнить и разводить их, как, например, крупный рогатый скот. Динозавров могли бы выращивать ради мяса или использовать в быту для различных работ. Быть может, динозавры даже смогли бы возить людей на себе, или их бы впрягали в телеги. Более мелкие виды смогли бы стать домашними любимцами, как кошки или собаки. Хотели бы себе ручного динозаврика? Люди могли бы устраивать охоту на мелких динозавров, которые вредили бы сельскому хозяйству. Так гончие псы гонялись бы не только за зайцами, лисами и волками, но и за разными представителями динозавров. Не хотите сходить с друзьями на охоту? Привезти трофей в виде динозавра? Но нас с вами могло бы и вовсе не быть, не уступив бы нам место динозавры. Так палеонтолог Стивен Брюзат полагает, что если бы астероид не погубил динозавров, не была бы запущена цепь событий, которая привела к появлению человекоподобных обезьян и в дальнейшем человека разумного. Млекопитающие так бы и остались мелкими маргинальными существами, как и 160 миллионов лет назад, которые скрывались от хищников. А вы как думаете, ужились бы мы с динозаврами? Смогли бы мы их приручить? Или Земля превратилась бы в постоянное место боя людей с динозаврами? А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Что вы чувствуете, когда видите бедные индийские районы? Горы мусора, антисанитария, а река Ганг с кучей трупов, что разлагаются. Представьте, что весь мир превратился в бедные индийские районы, а все реки станут как Ганг. И это только в лучшем случае. В худшем – голод и смерть всего живого. Ждет ли нас такое будущее, зависит только от нас, точнее от нашего действия или бездействия по отношению к насекомым. Мы убиваем их десятками и даже сотнями, делаем их жизнь сложной и опасной, даже не думая, чем это нам грозит. Насекомые везде. Некоторые люди находят их очень интересными, в то время как другие даже не могут вынести мысли о них. Насекомые были здесь на Земле задолго до людей, и они здесь, чтобы остаться. Насекомые существуют уже около 400 миллионов лет. Это, безусловно, самые распространенные животные на нашей планете. Названо более 1,5 миллиона видов насекомых. Это в 3 раза больше, чем у всех остальных животных вместе взятых. Тем не менее, некоторые говорят, что насекомые, которым давно даны имена, составляют лишь небольшую часть насекомых в природе. Многие еще предстоит открыть.
Мы можем найти насекомых практически в любой мыслимой среде обитания. Они есть во всех экосистемах планеты, кроме самой холодной. В Мировом океане линия, ведущая к насекомым, превратилась в креветок и омаров. Их размер, форма, цвет, биология и история жизни настолько разнообразны, что делает изучение насекомого совершенно увлекательным. У насекомых 3 части тела – голова, грудь и хвост. У большинства насекомых 3 пары ног, и 95% насекомых в какой-то момент своего жизненного цикла могут летать. У них есть скелеты на внешней стороне тела, план тела, который сильно ограничивает размер насекомого. Именно по этой причине все насекомые маленькие. Этот недостаток несколько преодолевают социальные насекомые. Стая социальных насекомых может показаться одним большим телом, состоящим из сотен тысяч живых клеток. У насекомых было долгое время для эволюции, и они быстро развиваются из-за своей короткой продолжительности жизни. Различия между видами насекомых огромны, но есть некоторые общие тенденции. Большинство насекомых – жуки, тараканы, божьи коровки, светлячки. Это означает, что всю жизнь они имеют одну и ту же форму – 6 ног, твердое покрытие для их складных крыльев и способность летать, чтобы спастись от хищников или найти новое место. Некоторые насекомые живут 2 совершенно разными частями – бабочки, комары и девицы-мухи. Первая стадия – без крыльев и половых органов. Вторая стадия – с крыльями и половыми органами, но иногда без системы питания. Затем есть социальные насекомые, где каждое отдельное насекомое, кажется, функционирует как часть более крупного организма. Пчелы, муравьи, термиты. Насекомые питаются, казалось бы, бесконечным множеством продуктов. Многие из них всеядные, это означает, что они могут есть разнообразную пищу, включая растения, грибы, мертвых животных, разлагающиеся органические вещества и почти все, с чем они сталкиваются в своей среде. Третьи являются специалистами в своем питании. Это означает, что они могут полагаться только на одно конкретное растение или даже на одну конкретную часть одного конкретного растения, чтобы выжить. Некоторые являются хищниками или паразитируют либо на растениях, либо на других насекомых или животных, включая людей. Такие насекомые важны в природе, чтобы поддерживать популяции вредителей, насекомых или сорняков на приемлемом уровне. Мы называем это балансом природы. Хищные и паразитические насекомые очень ценны, когда нападают на других животных или растения, которые мы считаем вредителями. По какой-то причине большинство людей вырастают с мыслями «фу» всякий раз, когда они думают насекомые. Однако подавляющее большинство насекомых на самом деле полезны для человека и окружающей среды. Даже те, которые мы считаем раздражающими, например, комары, могут быть в некотором роде полезными. Комары на самом деле опылители. Самцы комаров не кусают людей, они пьют нектар и действуют как опылители. Один из видов мексиканских насекомых, которые считаются вредителями, опыляют какао-бобы, поэтому у нас не было бы шоколада без надоедливых насекомых. Возможно, вы слышали, что каждый 3-й укус пищи, которую мы съедаем, это благодаря опылителям. Они включают бабочек, пчел, трипсов, жуков, муравьев и других. Некоторые растения вообще не могут выращивать пищу без опылителей, а некоторым просто нужно опыление, чтобы делать лучше, вкуснее и качественнее продукты. Ценность опыления растений насекомыми практически неисчислима. Медоносные пчелы явно являются одними из самых важных опылителей, и их усилия приводят к примерно 80% всех опылений в многих странах. Опыление также важно для эстетики. Представьте себе мир без цветов, и вы представляете мир без опылителей. Многие насекомые помогают расщеплять органические вещества. Нам нужны разлагатели насекомых, чтобы защитить нас от болезней, ускорить процесс разложения, очистить пространство на Земле и избавиться от мусора. Насекомые очень важны как первичные или вторичные разлагатели. Без насекомых, которые помогают разлагать и удалять отходы, мертвые животные и растения будут накапливаться в нашей окружающей среде. Например, муравьи помогают расщеплять оставшуюся пищу. Мед, безусловно,
явно занимает одно из первых мест в списке продуктов, производимых насекомыми, которые могут потребляться людьми. Хотя это не распространено для различных культур по всему миру. Они являются богатым источником белка, витаминов и минералов и ценятся как деликатесы. На самом деле сложно найти насекомое, которое в том или ином виде не поедалось людьми. Среди самых популярных — цикады, саранча, богомолы, личинки, гусеницы, сверчки, муравьи и осы. Они также являются важным источником пищи для диких животных. Без насекомых пищевая цепь быстро сломалась бы, и наши более крупные животные умерли бы от голода. Они являются единственным источником пищи для многих амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Иногда кажется, что какое-то насекомое не обладает никакими ископаемыми веществами. Однако некоторые насекомые важны для борьбы с популяциями. Клещи оленей являются паразитами и переносят болезни, но иногда это помогает держать популяцию животных под контролем. Равновесие в природе зависит от деятельности паразитов и хищников, большинство из которых – виды насекомых. Исследователи используют эту концепцию в области биологического контроля и добились огромных успехов во многих программах. Насекомые также дают людям широкий спектр продуктов. Пчелиный воск, пыльца и мед – все это широко используемые продукты, производимые пчелами. Шелк – ценный продукт, производимый червями. Признание шелка ценным продуктом восходит к Китаю, предположительно к 2640 году до нашей эры. В настоящее время Китай ежегодно производит около 30 тысяч тонн шелка-сырца, что составляет 80% мировых поставок. Большая часть шелка производится из коконов тутового шелкопряда Bombyx mori. Насекомые хорошо известны в различных областях искусства. Бабочки, безусловно, являются одним из самых привлекательных существ в природе. Их цвета и узоры радуют нас большую часть года. Насекомые использовались многими обществами на протяжении всей истории и не ограничивались красочными и большими бабочками и жуками. Коренные американцы в Соединенных Штатах использовали части насекомых в своих поделках. Яркие покровы крыльев некоторых жуков используют для изготовления серьг индейцы Дживара в Эквадоре. Египтяне выбрали жука-скоробея символом своего бога солнца. Пчелы были изображены на древнегреческих монетах. Большинство отраслей искусства выставляли насекомых в той или иной форме, включая большой выбор мировых почтовых марок. Они делают наш мир намного интереснее. Натуралисты получают огромное удовольствие, наблюдая, как работают муравьи, опыляют пчелы или патрулируют стрекозы. Можете ли вы представить себе, насколько скучной стала бы жизнь без бабочек или жуков-молний, которые добавляли бы интереса пейзажу? Люди получают много преимуществ, деля свой мир с насекомыми. Без них наш мир был бы совсем другим и намного хуже. Они очень важны, и где-то на подсознании мы все это понимаем. Но задумываемся ли мы, что бы было, если бы все насекомые исчезли? Экологи говорят, что если бы все люди внезапно исчезли, окружающая среда Земли улучшилась бы. Но если бы все насекомые внезапно исчезли, это было бы катастрофой. Первым результатом будет гибель многих видов животных, хищных насекомых, за которой следует гибель большинства видов растений, опыляемых насекомыми. Насекомые – неотъемлемая часть экосистемы, и мы – ее злейшие враги. Есть насекомые, исчезновению которых большинство людей бы только порадовались. Например, вредоносным комарам. Ежегодно они убивают сотни тысяч людей, передавая малярию, вирус западного Нила и другие болезни. Но если они исчезнут завтра, мы можем действительно загрустить. На Земле существует более 3000 видов комаров, и все они являются пищей для птиц, летучих мышей, лягушек и других животных. Отсутствие комаров означает, что эти существа и животные, которые их едят, могут голодать. То же самое и с ужасными тараканами, белковой едой для птиц, грызунов и даже людей. Если мы потеряем все 4400 видов плотвы, целым экосистемам будет сложно выжить. Но нас ждут еще худшие неприятности, поскольку мы столкнемся с серьезной проблемой фекалий без одного из величайших переработчиков в мире – навозного жука. История научила нас, что именно происходит, когда эти твари не могут выполнять свою работу. Еще в 1788 году британцы завезли в Австралию крупный рогатый скот, и эти коровы много какали.
Каждого из них достаточно, чтобы заполнять 5 теннисных кортов каждый год. Но в то время как навозные жуки в Британии питались и расщепляли коровий помет, аборигенные австралийские жуки не касались этого вещества, потому что эволюционировали, чтобы жевать только сухой, волокнистый, сумчатый навоз. Итак, коровий кал накапливался. К 1960 году скот засыпал навозом 500 тысяч акров пастбищ. Этого достаточно, чтобы покрыть большой город. И хотя немного фекалий отлично подходит для удобрений, этот океан навоза затопит растения азотом, что делает невозможным их рост. Итак, представьте, если бы все 8000 видов навозных жуков, а также другие насекомые, такие как мухи, исчезли во всем мире. Земля будет по колено, вы знаете. Сельскохозяйственные угодья, лес и пустыня рухнут, и повсюду будут плавать груды трупов. Большинство животных не едят трупы. Вот где появляются жуки плотоядные, также известные как дермастиды, и другие насекомые-трупоеды. Более 500 видов этих ужасных гробовщиков живут по всему миру, пожирая мертвую плоть, пока не остается ничего, кроме костей. Конечно, голодные стервятники и бактерии все еще могут помочь, но этого будет недостаточно. Вот где мы можем оказаться в мире без насекомых. Умереть от голода, утонув в море какашек и трупов. А вы готовы голодать, гуляя по колено в фекалиях? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! Мир вокруг нас кажется незыблемым и глобальным. Но на самом деле это чрезвычайно сложная экосистема и организм, на качественную работу которого влияет огромное количество факторов. Они могут быть невидимы нашему глазу, но чрезвычайно важны для нашей жизни и существования всей планеты. К примеру, озоновый слой, который задерживает солнечную радиацию или температурный режим. Знаете ли вы, что изменение среднегодовой температуры даже на несколько градусов может повлечь за собой глобальные катаклизмы? Впрочем, это вполне очевидно, а вот магнитное поле Земли, невидимое глазу, выполняет ряд крайне важных функций. Оно не только помогает перелетным птицам ориентироваться и выбирать верный курс, но также служит основой для передачи радиоволн и является одним из базовых факторов, позволяющих физическим законам планеты работать так, как мы привыкли. Созданное в результате колебаний ядра Земли, это поле важно для повседневной жизни. Оно защищает планету от солнечных частиц, обеспечивает основу для навигации и, возможно, сыграло важную роль в эволюции жизни на Земле. Земля имеет твердое внутреннее железное ядро и имеет температуру 5700 градусов Цельсия. Внешнее ядро представляет собой более холодную жидкость, в основном состоящую из железа и никеля. Разница в температуре, давлении и составе заставляет горячий, менее плотный материал подниматься к внешнему ядру. Одновременно более холодный и плотный материал падает обратно на твердую сердцевину. Высокое давление Земли не позволяет ей превратиться в жидкую сферу. В то же время вращение Земли создает эффект Кориолиса, который приводит к образованию водоворотов в жидком железе. Это генерирует электрические токи, которые в свою очередь создают магнитные поля. Когда электрически заряженные металлы в жидком ядре проходят через эти поля, они создают свои собственные электрические токи. Этот бесконечный цикл позволяет нам продолжать наше земное существование. Но что произойдет, если завтра магнитное поле Земли исчезнет? Большее количество заряженных солнечных частиц будет бомбардировать планету, поставив под угрозу энергосистемы и спутники и увеличив воздействие на человека ультрафиолетового излучения. Другими словами, отсутствие магнитного поля будет иметь последствия, которые будут проблематичными, но не обязательно апокалиптическими, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Какой будет планета без магнитного поля? Стоит сказать, что магнитное поле не является статичным. На протяжении века оно изменялось различным образом, усиливалось и ослабевало. Даже сейчас есть особо непрочные пятна, такие как южноатлантическая аномалия в южном полушарии, которые создают технические проблемы для низкоорбитальных спутников.
Поэтому первое, что нужно понять о магнитном поле, это то, что даже если оно ослабеет, оно не исчезнет, по крайней мере, в течение миллиардов лет. Земля обязана своим магнитным полем расплавленному внешнему ядру, которое состоит в основном из железа и никеля. Внешнее ядро приводится в действие конвекцией тепла, выделяемого по мере роста и затвердевания внутреннего ядра. Внутреннее ядро растет примерно на миллиметр в год. Этот двигатель магнитного поля, аналогичный обыкновенной динамо-машине, работал миллиарды лет до нас и будет работать после нашей эпохи. Ученые считают, что нынешнее расположение ядер могло сформироваться около 1,5 миллиарда лет назад. Современные исследования позволяют заглянуть так глубоко в историю и теоретически просчитать скачок в напряженности магнитного поля примерно тогда. Но также ученые нашли доказательства наличия магнитного поля на Земле в самых старых минералах планеты – цирконах, возраст которых составляет 4,2 миллиарда лет, что позволяет предположить, что активность в ядре создавала магнетизм в течение очень долгого времени. Что же заставило эту динамо-машину начать работать в такую силу? Здесь великие умы ссылаются на тот факт, что Луна, наш спутник, является осколком планеты. И вполне возможно, что огромное планетарное воздействие, создавшее Луну, могло быть ключевым фактором. Это столкновение, которое произошло примерно через 100 миллионов лет после формирования Земли, могло встряхнуть любое расслоение или расслоение материалов в ядре Земли. Это нарушение могло способствовать конвекции, которая до сих пор движет динамо-машиной Земли. Как мы уже сказали, внутреннее ядро планеты каждый год увеличивается на 1 мм. Это ничтожно мало, но может иметь серьезные перспективы в будущем. Когда-нибудь, спустя миллионы лет, внутреннее ядро, вероятно, вырастет настолько, что конвекция во внешнем ядре перестанет работать, и магнитное поле исчезнет. Не пропало, но ослабло. Итак, мы выяснили, что магнитное поле не пропадает внезапно, а будет медленно угасать в течение многих и многих лет. Важно понять, как это может повлиять на жизнь и существование нашей цивилизации. Ослабление магнитного поля происходит незаметно и является несущественным на зримой дистанции. Но эту динамику можно отследить. Ученые измерили это ослабление напрямую с помощью магнитных обсерваторий и спутников в течение последних 160 лет. Они пришли к выводу, что поле в настоящее время на 80% является биполярным. Это означает, что планета действует в основном как стрижневой магнит. Если бы вы могли положить вокруг Земли железные опилки и убрать влияние Солнца, которое извергает постоянный поток заряженных частиц, называемых солнечным ветром, в сторону Земли, раздувая магнитное поле как длинные волосы на ветру, полученные линии покажут четкие север и юг. Но 20% поля не являются биполярными, а это значит, что все сложнее, и есть локальные вариации. Удивительно то, что в далеком прошлом магнитное поле менялось местами с севера на юг. Согласно теориям, последнее из этих изменений произошло 780 тысяч лет назад, примерно в эпоху Homo erectus. Этому процессу также предшествует ослабление поля, а затем происходит подобный разворот. Спустя долгое количество времени ситуация происходит снова. Действительно, развитие и время движутся по спирали. А теперь представим ситуацию, когда магнитное поле попросту исчезает, оставляя нас без его помощи. Попытаемся разобраться, что же произойдет в этом случае. Начнем с простого – компасы и локация. Компасы на самом деле не более чем крошечные магниты. И как все магниты, они ориентируются на близлежащие магнитные поля. Удобно, что магнитное поле Земли достаточно сильное, чтобы заставить компасы выровняться с севера на юг. Но если магнитное поле нашей планеты исчезнет, компасы будут указывать на любой ближайший источник магнетизма. Сотни кораблей и транспортных судов просто собьются с курса и не смогут быстро найти дорогу домой, что вызовет ситуативный транспортный коллапс. Птицы потеряют ориентиры при перелете. Люди – не единственные животные, которые используют магнитное поле Земли для навигации. Многие птицы, морские черепахи, омары, медоносные пчелы, лососи, даже плодовые мухи имеют биологические компасы, называемые магниторецепторами, встроенными в их тела.
Птицы используют эту способность в поисках более теплого климата в зимние месяцы, в то время как морские черепахи перемещаются по открытому океану и ищут пляжи, чтобы отложить яйца. Ученые даже считают, что большинство самок морских черепах ежегодно возвращаются на одни и те же пляжи, отчасти благодаря их естественным компасам. Если магнитное поле Земли исчезнет, многие животные, зависящие от компаса, могут столкнуться с серьезными проблемами. Морские черепахи могут буквально потеряться в море. Перелетные птицы могут лететь не в том направлении, что угрожает их выживанию. Медоносные пчелы могут заблудиться, пытаясь найти свои ульи, что плохо повлияет на опыление цветов и других растений. Из-за того, что их навигационные способности будут серьезно подорваны, этим и многим другим организмам грозит исчезновение. Мы попрощаемся с чудесами планеты. Наряду с нашим биоразнообразием потеря магнитного поля Земли может изменить полярное сияние Земли, известное как северное и южное сияние. Эти прекрасные явления возникают, когда магнитное поле нашей планеты направляет заряженные частицы от Солнца, известные как солнечный ветер, в верхние слои атмосферы нашей планеты. Солнечный ветер обычно отклоняется нашей магнитосферой, но вокруг северного и южного полюсов она опускается внутрь, как воронка, позволяя солнечному ветру взаимодействовать с нашими верхними слоями атмосферы. Результатом этого взаимодействия являются впечатляющие разноцветные полосы светящиеся плазмы, известные как полярные сияния. Но без магнитного поля Земли вся наша верхняя атмосфера была бы подвержена воздействию солнечного ветра, что полностью изменило бы то, как наши полярные сияния могли бы выглядеть. Они могли бы даже напоминать полярные сияния, обнаруженные на Венере и Марсе, поскольку эти две планеты не обладают значительными магнитными полями. Иногда по их ночным сторонам рассеиваются слабые, менее красочные полярные сияния. Таким образом, наряду с изменением полярного неба, исчезновение магнитного поля может навсегда погасить одно из самых захватывающих чудес природы Земли – космическое излучение. Наше магнитное поле не просто дает нам красивое полярное сияние. Оно поддерживает жизнь на планете. Космические лучи и солнечный ветер вредны для жизни на Земле. И без защиты нашей магнитосферы нашу планету постоянно бомбардирует поток смертоносных частиц. Воздействие космических лучей на тело может быть довольно ужасающим. Например, во время лунных миссий астронавты часто сообщали о вспышках света. Когда они закрывали глаза, это прямой результат прохождения космических лучей через сетчатку. В условиях отсутствия магнитного поля космические лучи будут бомбардировать наши тела и даже повреждать нашу ДНК, увеличивая во всем мире риск рака и других заболеваний. Вспышки света, болезненные и неприятные для глаз, были бы наименьшей из наших проблем. Отключение электроэнергии и средств связи. Здоровье человека – это одна из проблем, но без геомагнитного поля наша технология также осталась бы под угрозой. Спутники могут пострадать и действительно страдают от солнечных бурь, и без магнитного поля Земли каждое электронное устройство могло бы подвергнуться воздействию высокоэнергетических частиц, космических лучей и солнечного ветра. Фактически, солнечная активность и раньше вызывала подобные проблемы. К примеру, в 1989 году мощная солнечная вспышка, извержение перегретой плазмы с поверхности Солнца, врезалась в магнитосферу Земли и отключила электричество в провинции Квебек, Канада. Электросеть всей провинции была отключена на 12 часов, и другие близлежащие регионы также столкнулись с проблемами. Некоторые спутники были повреждены, поскольку их хрупкая электроника просто не была рассчитана на то, чтобы справиться с огромной солнечной бурей, и многие из них вышли из-под контроля на несколько часов после удара вспышки. Хотя геомагнитная буря 1989 года была необычайно мощной, солнечный ветер всегда поражает нашу магнитосферу даже во время нормальной солнечной активности. Если бы Земля потеряла магнитное поле, не было бы ни магнитосферы, ни линии защиты, даже от более слабых солнечных бурь. Наши электросети станут более уязвимыми, чем когда-либо, и даже наши компьютеры и другая электроника могут пострадать в случае солнечной бури. Проблемы с атмосферой.
Возможно, самым ужасным эффектом потери магнитного поля Земли может быть потеря воздуха, которым мы дышим, и солнечный ветер снова будет виновником. Естественный солнечный ветер настолько силен, что может легко вырывать газы из атмосферы планеты, пока их не станет совсем мало. Некоторые ученые даже полагают, что подобная ситуация случилась с Марсом. Марс, вероятно, когда-то был похож на Землю с наличием влаги и присутствием атмосферы. Но, вероятно, его магнитное поле исчезло миллиарды лет назад. В итоге атмосфера планеты осталась совершенно незащищенной, из-за чего она была унесена в космос. Как только его атмосферное давление упало достаточно низко, вода начала испаряться, пока ее тоже не унес солнечный ветер. Вполне возможно, что без нашего геомагнитного поля нашу атмосферу, наши океаны и жизнь на Земле постигнет та же ужасная участь. Выводы. Казалось бы, магнитное поле является абсолютно невидимым для нас, но в то же время оно стоит на страже нашего существования и жизни практически всего живого на планете. Отсутствие магнитного поля означает печальный конец цивилизации, растительного и животного мира. Земля превратится в безжизненное небесное тело, обдуваемое свирепым солнечным ветром. Хорошо, что такая ситуация является абсолютно фантастической, и отсутствие магнитного поля является невозможным. Со временем мы столкнемся с его ослаблением, несущим некоторые последствия, но не отсутствием. А это значит, что жизнь на Земле в том или ином виде будет существовать еще очень долго. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! Жизнь так коротка. Эта фраза знакома каждому. А что было бы, если бы люди жили по миллиону лет? Может, тогда бы мы забыли о спешке и постоянных гонках? Как бы изменилась наша жизнь, если не пришлось бы никуда спешить? Не так давно ученые нашли на дне океана живые бактерии, которым было более 100 миллионов лет. А как бы проходили наши будни, будь нам столько лет? Американский ученый и профессор Ави Лоэб пытался найти ответы на эти вопросы. Первым делом, по словам ученого, нужно будет уменьшить срок работы всех преподавателей до 100 лет, чтобы была возможность новым именам стать профессорами. А еще в торт на день рождения не получится вставить такое большое количество свечей, а тем более задуть их все сразу. Но мы знаем, что никак не в состоянии отсрочить собственную смерть, но вполне можем взять под контроль свою жизнь. Предыдущие поколения считали именно так. А еще что под солнцем нет ничего нового. Но это совсем не так. Сегодня, благодаря развитию современных технологий и бионауке, вполне можно представить будущее, в котором продолжительность наших жизней существенно увеличится. Ави Лоэб задает вопрос: что если такое случится, то как тогда изменится наша жизнь? Ведь, имея в арсенале намного больше времени, мы смогли бы ставить перед собой более амбициозные цели. По словам ученого, люди стали бы больше внимания уделять окружающей среде, межличностным отношениям и сотрудничеству, ведь жизнь людей была бы уже не настолько коротка. Прожив не 100 лет, люди стали бы мудрее, научились избегать рисков и опасностей. Быть может, на фронт больше не стали бы отправлять молодых солдат, да и начинать войны тоже бы не имело смысла. Тем не менее, даже при наличии абсолютно всех стратегий для выживания, существование человечества оставалось бы под вопросом. Ведь динозавров от астероидов не спасли их огромные размеры. Несчастных случаев не станет меньше, а больницы, по мнению ученого, все так же будут заняты пациентами. Перенаселение Земли и поиск новых мест для жизни. Большая продолжительность жизни людей может привести к перенаселению планеты. При нынешних показателях рождаемости количество населения Земли может вырасти до 100 триллионов человек. И чтобы контролировать рождаемость и не допустить перенаселения, придется изменить государственную политику во всех странах. Альтернативой может стать вариант отправки людей на другие планеты для того, чтобы всем жителям хватало запасов энергии и пищи на нашей планете. Но есть и отличные новости. Ведь живя миллион лет,
мы сможем осуществлять космические путешествия, которые ранее были недоступны. Человеку потребуется 100 тысяч лет, чтобы добраться до Проксима Центавра на космическом корабле. По словам ученого, это путешествие для человека, живущего миллион лет, можно будет сравнить с 10-летним полетом к Плутону, учитывая среднюю продолжительность жизни сейчас. Но чтобы совершить полет длиною в 100 тысяч лет, на корабле необходимо обеспечить подходящие условия и устойчивую экосистему. На сегодня ближайшая к нам звезда Проксима Центавра. Но через сотни тысяч и миллионы лет все изменится, и человечество будет ставить новые цели. Наше небо в ночное время будет каждый раз выглядеть по-новому. Будут возникать сверхновые явления, некоторые из которых могут стать угрозой для биосферы Земли. Современные технологии сегодня развиваются с учетом непродолжительного количества лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в миллион лет, наша возможная среда обитания в корне изменится. Спустя миллионы лет современных изобретений и разработок наша планета может и не справиться с разрушительными силами собственных же разработок. Один из вариантов найти ответы – это заняться поиском техносигнатур цивилизаций на других планетах. Согласно исследованиям, спустя время во Вселенной исчезнут все виды и формы жизни. Наша Вселенная расширяется и охлаждается, поэтому даже самые большие звезды все равно погибнут. В космосе не будет больше энергии, чтобы поддерживать жизнь. Но ближайшее наше будущее не будет таким печальным. Основной плюс – это увеличение продолжительности нашей жизни и жизни наших родных. Но тогда и преступники будут жить дольше и смогут совершать больше преступлений. А Виллоэб полагает, что период пожизненного заключения придется существенно уменьшить. Почему именно миллион лет? Это произвольная временная шкала, равная периоду, когда наши предки появились в Африке. Миллион лет — это намного меньше, чем возраст Земли, Солнца и Вселенной. Легко можно представить себе продолжительность жизни и в миллиард лет. Учитывая такой солидный возраст, все наши мысли и опасения относительно нашего мира выглядят весьма наивно. Такой вывод сделал ученый. Сколько бы всего полезного и нужного изобрели бы лучшие умы человечества, если бы жили хотя бы пару сотен лет, а тем более миллион. Это не означает, что люди бы перестали умирать от болезней, войн и голода, но это существенным образом повлияло бы на всю жизнь. Отпуск можно было бы значительно увеличить, сделать рабочий день немного короче, ведь спешить-то некуда. За миллион лет люди успевают наработаться. Каждый человек смог бы попробовать себя в разных сферах деятельности, получить образование и отучиться во всех вузах, которых захочет. А сколько всего можно повидать за миллион лет? Человек смог бы минимум по несколько десятков лет прожить в каждой стране мира, не один раз совершить кругосветное путешествие и уж точно накопить за всю жизнь себе на жилье. Чтобы избежать возможного перенаселения планеты, государство ввело бы ограничения на количество детей и количество браков. Любое неподчинение каралось бы штрафами. Наверное, каждый из нас хоть раз мечтал продлить свою жизнь. Продлить молодость и возможность активной, полноценной жизни, лишенной спешки и вечной гонки. Давайте представим, если мы будем жить в среднем хотя бы 100 лет. Во-первых, мы можем стать умнее, ведь увеличится период несовершеннолетия, и детям придется дольше учиться. Взрослые будут больше учиться, чтобы быть мудрыми, особенно в вопросах детей. Живя даже целый век, можно не беспокоиться о возможном перенаселении планеты. Это ведь не миллион лет. А если предположить вариант меньшей рождаемости, то это не лучшим образом отразится на мировой экономике. Ведь очень много людей треть своей жизни будут находиться на пенсии. Обеспечение пенсионеров – задача каждого отдельного государства. Пенсионеров становится все больше, поэтому многие страны вынуждены увеличивать пенсионный возраст и повышать налоги в стране. По словам футурологов Рэя Курцвейл и Хосе Кордейро, уже после 2045 года человек сможет жить практически бесконечно. Это будет возможно благодаря слиянию человека с компьютером.
Ученые считают, что совсем скоро любой человек сможет ощущать себя 20-летним, а стоить такое удовольствие будет не дороже ремонта телефона. Но не все ученые согласны с этой теорией. Историк Юваль Ной Харари предполагает, что в 21 веке человечество не сможет увеличить продолжительность жизни. Теоретически жить 500 лет возможно, но далеко не в скором будущем. Резкий скачок произошел в 20 веке, когда благодаря медицине средняя продолжительность жизни увеличилась почти в 2 раза. В 21 веке такой скачок невозможен даже с помощью новейших методик и разработок. Если увеличение продолжительности жизни приведет к увеличению численности людей на планете, ничем хорошим это для нас не закончится. Согласно исследованиям ООН, максимальная пропускная способность Земли — 8 миллиардов человек. Мы уже практически приблизились к этой отметке. По другим данным, наша планета сможет выдержать и 16 миллиардов человек. По оценкам экспертов, к 2100 году количество людей на планете достигнет отметки 10-12 миллиардов человек и остановит свой рост. В чем опасность большой продолжительности жизни? По словам Харари, увеличение продолжительности жизни серьезно скажется на рынке труда. Для появления и реализации новых идей и технологий нужна смена поколений. А что будет, если человек более 50 лет занимает свою должность? Особенно остро вопрос смены поколений может стать в политической жизни. Сегодня конкретный пример — это Беларусь, где люди требуют смены власти. А такое может быть в каждой стране из-за увеличения продолжительности жизни человека. Остро встает вопрос браков и разводов, ведь и сейчас, живя намного меньше, люди все чаще разводятся. Поэтому странно надеяться, что они смогут в будущем прожить более 100 лет вместе. Не исключено, что большую часть жизни человек захочет провести сам, уделяя время себе и своим желаниям. Также непонятен вопрос, когда же 150-летнему человеку выходить на пенсию и чем заниматься. Может, он захочет на пенсии улететь на другую планету? Согласно опросам, до 120 лет хотят дожить 38% американцев и 45% населения постсоветского пространства. Это может быть обусловлено тем, что в будущем все будет роботизировано и предсказуемо. Можно будет в кратчайшие сроки получить доступ к любой информации. Людям тогда придется изучать что-то новое, и, может быть, они смогут приоткрыть тайны сознания, смогут начать жить в гармонии с окружающей средой или даже колонизировать другие планеты. А вы как считаете? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! Сколько еще светить Солнцу и когда оно взорвется? Солнце – шар газа, состоящий на 73% из водорода и на 25% из гелия. Его средняя плотность намного меньше плотности Земли. Ежесекундно на желтом карлике происходит преобразование более 500 миллионов тонн водорода в гелий. Источником солнечной энергии служат термоядерные реакции слияния ядер легких химических элементов в более тяжелые. По оценкам ученых, Солнце и вся Солнечная система образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад. По приблизительным данным ученых и исследователей, Солнце будет нам светить еще около 5 миллиардов лет. Светимость Солнца увеличивается на 1% каждые 110 миллионов лет. Это происходит за счет сжигания водорода. Рост светимости приведет к тому, что через миллиард лет все океаны на Земле испарятся, а средняя температура поверхности нашей планеты будет равна 57 градусам Цельсия. Перед тем, как погибнуть, его светимость будет на 121% ярче, чем сейчас. Затем Солнце станет красным гигантом и будет способно сжечь все ближайшие планеты. К тому моменту Солнце расширится на 1,7 миллиарда километров. Такой процесс не оставит шансов для людей на спасение. Многие ученые считают, что человечеству уже можно начинать искать новое место обитания, находящееся за пределами Солнечной системы. Но пока что это лишь из области фантастики. Можно ли сдвинуть Землю дальше от Солнца? Некоторые исследователи полагают, что можно попробовать изменить орбиту Земли.
Так, когда астероид летит рядом с Землей, он отталкивается на выходе и непременно попадает под действие гравитации, а также может воздействовать и своим гравитационным полем на нашу Землю. Такое воздействие одного астероида совсем незаметно, но если таких астероидов будет значительно больше… Ученый Маттео Чериотти из Университета Глазго полагает, что 1 миллион космических астероидов может хватить, чтобы изменить орбиту нашей планеты. Еще вариант – изобрести сверхмощные двигатели наподобие солнечного паруса, а также силовые установки, использующие ископаемое топливо. Такие изобретения могут отодвинуть нашу орбиту к орбите Марса, но сказать наверняка, что этот метод окажется действенным и что случится с Землей и Луной в непосредственной близости к другим планетам, не может никто. Взрыв Солнца однозначно погубит все планеты земной группы. Этот мощнейший взрыв будет способствовать созданию разных миров, на которых через миллиарды лет будет существовать и развиваться жизнь. После взрыва может наступить как жара, так и существенное похолодание. Многие ученые полагают, что после взрыва вся вода и летучие газы испарятся с поверхности Земли, и даже бактерии могут исчезнуть. Затем наша планета растрескается от холода и, скорее всего, окажется уже за пределами обитаемой зоны. Но до взрыва Солнца еще много лет, и мы надеемся, что человечество тогда уже научится колонизировать новые миры и найдет самое оптимальное место для жизни. Существование других миров. Недавно астрономы смогли обнаружить новую экзопланету, которая тяжелее, чем Юпитер в 3 раза и очень отличается от всех других ранее известных нам планет. Ее орбита имеет весьма эллиптичную форму, а ее апоцентр расположен на огромном расстоянии. Если представить, что данная экзопланета входит в Солнечную систему, тогда она была бы приближена к поясу астероидов и далее бы располагалась за орбитой Нептуна. Незадолго до обнаружения этой планеты группа ученых нашла еще одну экзопланету. Парадокс состоит в том, что, согласно расчетам ученых, она вообще не может существовать. А ранее исследователи обнаружили целую систему, состоящую из 3 экзопланет и красного карлика. Эта система находилась в 73 световых годах от Земли. Со слов директора Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова, на сегодняшний день ученым известно о существовании более чем 4000 экзопланет. Всего пару десятков из них по составу атмосферы немного похожи на нашу планету. Китовая гавань. До одной из ближайших к нам экзопланете добираться 12 световых лет. В переводе на русский язык это путешествие заняло бы несколько сотен веков. Эта планета называется Тау-Кита-Е. Ее родительская звезда находится в созвездии Кита. Данная экзопланета может быть обитаемой, так считают ученые. Ее вес превышает вес нашей планеты приблизительно в 4 раза. Света от своей звезды эта экзопланета получает почти на 60% больше, чем наша Земля от Солнца. Если Тау-Кита-Е имеет атмосферу, которая весьма похожа на земную, тогда температура поверхности ее составит примерно 70 градусов Цельсия. Для сравнения, средняя температура поверхности нашей планеты около 15 градусов Цельсия. Температура на Тау-Кита-Е вполне может стать благоприятной для зарождения простых организмов, таких как экстремофилы, которые могут существовать при температуре от 50 до 120 градусов. Двойники Земли. Вне Солнечной системы совсем непросто обнаружить планеты. Их можно найти по косвенным признакам. Обычно используют транзитный способ или метод лучевых скоростей. В случае с транзитным способом учитывают небольшие изменения яркости, которые обычно возникают, когда планета проходит по диску родительской звезды. Метод лучевых скоростей состоит в том, что ученые исследуют колебания проекции скорости звезды на определенный луч зрения, которые возникают из-за движения вокруг общего с планетой центра масс.
Пригодна ли определенная планета для жизни или нет, ученые оценивают по сходству планеты с нашей планетой. Это сходство называется индекс подобия Земли. Также учитывается вероятность существования жизни, который носит название индекс обитаемости. Основные параметры, которые учитывают ученые, это масса, размер, температура, плотность, наличие воды, расстояние до звезды. Согласно подсчетам исследователей, более 40 экзопланет могут быть потенциально обитаемы, но, к сожалению, мы никак не можем пока это проверить. По словам ученого Владимира Кузнецова, даже самые близкие экзопланеты находятся от нас очень далеко. Это сотни световых лет. Световой год – это определенное расстояние, которое свет проходит за 365 дней. До нашей планеты от Солнца он идет 7 минут. Быть может, через очень много лет, когда Солнце начнет увеличиваться, человечество и сможет изобрести сверхскоростные космические корабли, которые способны будут добраться до ближайших экзопланет. Возможные колонии. Вокруг звезды Траппист-1 ученые заметили 7 схожих с Землей планет, которые могут иметь запасы воды. Эта звезда находится в 39 световых годах от нашей Солнечной системы. Все эти 7 экзопланет имеют размер примерно как у Земли и находятся совсем рядом друг к другу. Астрономы полагают, что эти планеты имеют плотную атмосферу с озоновым слоем. Этот слой защищает поверхность от ультрафиолета. Две планеты, находящиеся наиболее близко к звезде, и самая дальняя планеты непригодны для жизни. А вот одна из оставшихся, Траппист-1d, имеет индекс сходства 0,9. Еще одна экзопланета, находящаяся в 22 световых годах от нас, Gliese 667c из звездной системы Gliese 667c в созвездии Скорпиона. Многие ученые из Великобритании и Германии полагают, что на этой планете могут быть вполне пригодные условия для жизни. Год здесь длится 62 земных дня, масса составляет 2,7 земной, а радиус равен 1,8 земного. На поверхности этой планеты может быть вода, а ее поверхность имеет практически такую же температуру, как Земля. Учитывая особенности орбиты Gliese 667c, одна ее сторона будет всегда горячая, потому что постоянно повернута к звезде, а вот другая сторона будет очень холодная. Но даже эти нюансы не мешают ученым рассматривать планету как возможную для обитания. Проект Циолковского. Благодаря данным, полученным с орбитального телескопа Кеплер, ученые смогли открыть в 2015 году очень интересную и потенциально возможную для жизни планету в созвездии Лиры. Находится она на расстоянии в 473 световых года. Данная планета, Кеплер 438b, более чем на 10% превышает размеры Земли и приблизительно в 4 раза тяжелее. Ученые предполагают, что она находится в обитаемой зоне и на ней может быть вода, а поверхность экзопланеты может состоять из скал. Средняя температура поверхности на этой планете 3 градуса. Людям было бы не очень приятно здесь жить, но все же эта температура вполне подойдет для зарождения ранних форм жизни. Хотя на момент, когда человечеству придется искать новый дом, быть может и такая температура не станет проблемой. Люди смогут привыкнуть ко всему. Великий Циолковский считал, что человечество все же выйдет в космос, сможет добраться до других планет в Солнечной системе и за ее пределами. Так как Солнце будет гореть еще около 5 миллиардов лет, то у человечества есть все шансы сохранить себя и найти наиболее подходящую планету для существования. Как говорил Циолковский, невозможное сегодня станет возможным завтра. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.